Видели этих близняшек? Более 30 лет в одном теле. Как они мыслят? Как спят с мужчинами? Одна из них даже вышла замуж. Представляете? Я расскажу вам историю Эбби и Британи Хэнсел, про их невероятную, но очень сложную жизнь, а в конце отвечу на главный вопрос. Когда их отделят друг от друга? Рождение Эбби и Британи Хэнсел 7 марта 1990 года в Миннесоте стало настоящей сенсацией не только для их семьи, но и для медицинского сообщества. Почему? Никто не ожидал появления сросшихся близнецов, поскольку ультразвуковое исследование никак не указывало на возможность такой двойни. Родители ждали, что ребенок будет один. Вот так сюрприз. Все происходило сумбурно. Врачи паниковали, а родители просто молились. Однако, увидев девочек, сразу же приняли и полюбили их, несмотря на их уникальное физическое состояние. Согласно статистике, шансы на выживание сиамских близнецов крайне низки. Из каждых 30 миллионов рожденных таким образом только одна пара выживает. У Эбби и Британи были все шансы столкнуться с серьезными медицинскими проблемами в первые 24 часа жизни. Однако они не только выжили, но и продолжали расти и развиваться как здоровые дети. Родители близнецов старались обеспечить им максимально обычное детство. Они посещали обычную школу, где сестры научились игнорировать неизбежные косые взгляды и находить друзей, которые принимали их такими, какие они есть. Мать девочек, Чита Хэнсел, всегда выступала против проведения над ними любых экспериментов, даже если они могли бы дать ответы на вопросы о будущем развитии и здоровье девочек. Анатомия Эбби и Британи Хэнсел удивительно и уникально. У них 2 головы, 2 руки, 2 ноги, 2 позвоночника, но внутренняя структура их тела гораздо сложнее. Сестры имеют 3 легких, 2 сердца, 1 печень, 2 желудка и 3 почки. Их кровеносная система и половые органы общие, что делает их физиологическую координацию чрезвычайно сложной и неповторимой. Сложность их совместного функционирования особенно заметна в том, как они контролируют свои тела. Каждая из сестер управляет одной стороной тела и не чувствует прикосновений к другой стороне. Несмотря на это, Эбби и Британи научились синхронизировать свои движения настолько гармонично, что могут не только ходить и выполнять повседневные задачи, но и заниматься такими действиями, как игра на пианино, плавание или велосипедная езда. Ученые предполагают, что между сестрами существуют уникальные нейронные связи, которых нет у других людей. Эти связи могут объяснить, почему они способны читать мысли друг друга, писать электронные письма и заканчивать предложения друг за друга без предварительного согласования. Эти особенности показывают, что их совместная жизнь превратила их в невероятно скоординированную команду, что порой кажется почти сверхъестественным. Интуитивная связь между Эбби и Британи настолько сильна, что даже физические и эмоциональные потребности одной из сестер могут вызывать аналогичные реакции у другой. Если одна из них испытывает жажду, вторая тоже начинает чувствовать потребность в воде. Если одной нужно поправить прическу, другая инстинктивно помогает ей. Невероятно, правда? Но, как вы понимаете, тут есть свои нюансы. Развитие Эбби и Британи Хэнсел постоянно сопровождалось медицинскими и физическими вызовами. Одной из серьезных проблем, с которой девочки столкнулись в возрасте 12 лет, был ускоренный рост Эбби, который начал активно угрожать их общему здоровью. Из-за того, что позвоночник Эбби начал вытягиваться, возникла угроза разлому общей грудной клетки, что потребовало срочного вмешательства врачей. Чтобы остановить ее рост и предотвратить дальнейшие осложнения, было принято решение медицински подавить его гормонально, однако к тому времени она уже успела вырасти на 10 сантиметров, что заставляет Британи постоянно вставать на носочки для компенсации разницы в высоте. Регулярные визиты к хирургу, неврологу и педиатру стали неотъемлемой частью жизни сестер с самого детства. Несмотря на тщательное медицинское наблюдение, Эбби уже дважды перенесла воспаление легких, что в каждом случае вынуждало Британи проводить несколько недель в постели рядом с сестрой, демонстрируя их неотъемлемую взаимозависимость и поддержку друг друга. Личностные и характерные различия между Эбби и Британи также заметны в повседневной жизни. Эбби, будучи интровертом, предпочитает спокойные вечера дома и склонна к лидерству, боится высоты. Британи же, несмотря на свою задумчивость и тихий нрав, любит активно проводить время с друзьями. Различия касаются даже их вкусов. Эбби не переносит молоко, в то время как Британи употребляет его без проблем, но полностью отказывается от мяса и рыбы. Таким образом, жизнь Эбби и Британи Хэнсел является постоянным обучением и адаптацией как для них самих, так и для их окружения. Несмотря
Несмотря на их уникальные физические и психологические особенности, они научились жить в гармонии и взаимопонимании. Их способность адаптироваться и находить компромиссы проявляется во многих аспектах их жизни. Например, в оформлении своей комнаты они сумели сочетать любимые цвета обеих – фиолетовый у Эбби и золотой у Британи, что привело к созданию уникального дизайна с фиолетовыми стенами и золотыми полками. Одежда также является областью, где близнецам приходится идти на уступки. Найти одежду, которая удовлетворяла бы вкусам обеих и была бы удобной, сложно. Поэтому они часто прибегают к индивидуальной подгонке покупных вещей. Однако не все аспекты их жизни также легко урегулировать. Например, сестры сталкиваются с нежелательным вниманием публики. Они чувствуют себя некомфортно, когда их фотографируют без разрешения или пристально разглядывают. Эбби и Британи открыты к общению и готовы отвечать на вопросы, но часто сталкиваются с непониманием со стороны окружающих, что вынуждает их искать укрытие за спинами друзей. В повседневной жизни сестры сталкиваются с практическими проблемами, такими как покупка и перешивка одежды, чтобы адаптировать ее к своим уникальным физическим особенностям. Они делают дополнительную прорезь для второй головы, что позволяет им комфортно носить одинаковые наряды. Вопросы координации движений также играют значительную роль в их жизни. Интересный факт: из-за разницы в росте Британи часто приходится ходить на цыпочках или в обуви на каблуках, чтобы поддерживать баланс и одинаковую высоту с Эбби. С раннего детства сестры научились находить компромисс в спорных ситуациях, хотя в детстве у них, как и у многих детей, были моменты, когда они решали конфликты более агрессивно. Иногда даже били друг друга, точнее свое единственное тело. Но с возрастом они стали использовать менее конфликтные методы, такие как подбрасывание монетки, чтобы решить, как провести вечер. В школьные годы близняшки столкнулись с необходимостью доказывать свою индивидуальность. Они сдавали экзамены по отдельности, чтобы подчеркнуть различия в их академических способностях. Эбби проявляла талант в математике, в то время как Британи склонна к гуманитарным наукам. Получение водительских прав также стало испытанием, поскольку требовало от них согласованности действий. Эбби управляла педалями и коробкой передач, а Британи – поворотниками и фарами. Процесс сдачи экзамена им пришлось повторить несколько раз, чтобы подтвердить свою способность безопасно управлять автомобилем. Хотя считаю это справедливым, ведь за рулем они несут ответственность за жизни и других людей. А что с ними было в студенческие годы? Переход в университет стал еще одним важным этапом в жизни Эбби и Британи Хэнсел, который они с блеском преодолели, подтвердив свою способность к нормальной активной жизни, несмотря на уникальные физические условия. Изначально Эбби и Британи мечтали о разных карьерах. Одна хотела стать пилотом, другая – дантистом. Однако они осознали, что из-за своей уникальной ситуации им придется искать компромиссное решение. Этот выбор привел их в колледж при университете Беттл, где они смогли получить образование, адаптированное под их специфические потребности. После окончания колледжа сестры начали работать учителями на полставки, а с 2017 года перешли на полную ставку. Они столкнулись с необходимостью делить одну зарплату на двоих, что является не только финансовым, но и моральным испытанием. Тем не менее, их пример стал вдохновляющим для учеников и родителей, которые высоко оценили их умение справляться с вызовами и передавать знания и опыт молодому поколению. Профессиональные и личные стремления сестер Хэнсел всегда были наполнены желанием вести полноценную жизнь. Они говорили о мечте иметь большую семью, что подчеркивает их оптимизм и жизнелюбие. Врачи подтверждают, что технически они могут иметь детей, но это вызывает этические и медицинские вопросы, учитывая их общий организм и репродуктивную систему. С 2002 года, когда они начали появляться в СМИ, интерес общественности к их жизни стал слишком высок. Но несколько лет назад Эбби и Британи приняли решение уйти из-под пристального внимания публики, ограничив свое присутствие в социальных сетях и прекратив сотрудничество с журналистами. Это решение могло быть частично мотивировано слухами о помолвке Британи, которые быстро распространились по интернету, добавив давление на личное пространство и приватность сестер. Эбигейл Хэнсел, одна из знаменитых сиамских близнецов из США, вышла замуж за медбрата Джоша Боулинга. Примерно так описывали это событие все американские газеты, стараясь заполучить фотографии. И девушки были готовы к такому развитию событий. Все стало известно широкой публике только спустя 3 года после тайной церемонии, что добавило романтики и интриги в жизнь сестер, которые уже давно находятся под пристальным взором общественности.
Эбби и Британи, которые делают все вместе с момента рождения, включая работу учителями в средней школе, появление на телевидении и участие в спортивных мероприятиях, выбрали для своего свадебного наряда единое платье на них двоих. Фотографии с церемонии, где обе сестры в едином платье обнимают Джоша, облетели весь мир и вызвали волну восхищения и удивления. Где пара познакомилась? Встреча с будущим мужем Эбби произошла в городской больнице Миннесоты, где Джош работал медбратом. Он признается, что для него главное – это его чувство к Эбби, и он счастлив рядом с ней, несмотря на необычные обстоятельства их брака. Личная жизнь Джоша также оказалась под вниманием СМИ после того, как его бывшая жена подала на него иск об установлении отцовства ребенка, родившегося сразу после их развода. Эти события добавили еще больше обсуждений вокруг уже нестандартной семейной истории боулингов. Получается, что близняшки увели мужчину из семьи. Кстати, медицинские эксперты подтверждают, что у Эбби и Британи есть возможность зачатия и рождения ребенка, хотя это и станет первым известным случаем для сиамских близнецов с подобной анатомией. Тем не менее, все медицинские и этические аспекты такого решения тщательно обдумываются. В повседневной жизни семья уделяет большое внимание совместному времяпровождению, включая кулинарию, спорт и активные выходные. Но хотите немного пикантных подробностей? Интимная жизнь сиамских близнецов Эбби и Британи Хенсел окутана множеством догадок и часто становится предметом обсуждения из-за уникальности их ситуации. Они делят многие физические органы, включая органы ниже пояса, что делает их чувствительными к прикосновениям и эмоциональным переживаниям друг друга на совершенно другом уровне, недоступном обычным близнецам или другим людям. Профессор клинической медицины и биоэтики Элис Дрегер подчеркивает, что, несмотря на физическую интеграцию, Эбби и Британи имеют отдельные эмоциональные переживания и потребности, включая романтические отношения. Вопрос о том, как сестры справляются с различиями в личной жизни, особенно когда одна из них находится в романтических отношениях, а другая нет, остается деликатным. Это поднимает важные вопросы о приватности и взаимном уважении. Исследования и комментарии профессора Дрегер также указывают на то, что потребность в романтических отношениях у сиамских близнецов может быть меньше из-за постоянного присутствия родственной души. Это уникальное положение позволяет сестрам испытывать уровень близости и понимания, который недоступен большинству людей. А что говорят сами девушки? Как выразилась Эбигейл Хенсел, в моменты, когда ее личное пространство становится частью чужого опыта, Британи принимает меры, чтобы обеспечить сестре максимальную конфиденциальность, используя повязку на глаза и музыку в наушниках. Это не только демонстрирует уважение к личной жизни друг друга, но и подчеркивает их умение адаптироваться к весьма сложным обстоятельствам. Хотя ведь она все равно чувствует все прикосновения мужа сестры, включая и ниже пояса. Странная ситуация, правда? Но если все так сложно, то нельзя было как-то девушек разделить. И да, такие предложения были. Сиамских близнецов пытаются разделять на протяжении веков, особенно если есть шанс дать каждому ребенку независимость. Однако в случае Эбби и Британи это оказалось невозможным из-за особенностей их анатомии. Основная проблема заключается в том, что хотя они имеют два отдельных позвоночника, их внутренние органы взаимосвязаны, и любое хирургическое вмешательство могло бы привести к фатальным последствиям для обеих сестер. Ученые и хирурги неоднократно обсуждали возможность их разделения, но каждый раз приходили к выводу, что риск слишком велик. Они изучали, как функционирует их организм. Сестры имеют два сердца, но одну общую систему кровообращения и множество общих органов, таких как печень, мочевой пузырь и репродуктивная система. Кроме того, контроль над движениями в их теле разделен так, что каждая сестра управляет одной половиной туловища. Это сделало бы их жизнь после разделения практически невозможной, даже если бы операция прошла успешно. С тех пор, как врачи отказались от попыток разделения, сестры научились жить, сотрудничая друг с другом и синхронизируя свои действия. Ученые отмечают, что их мозги работают в полной гармонии, позволяя им координировать движения без лишних слов. Попытки найти способ разделения сиамских близнецов продолжаются, но каждый случай настолько уникален, что предсказать результат практически невозможно. В ситуации Эбби и Британи было решено оставить все как есть, ведь их связь не только физическая, но и глубоко эмоциональная, и любой разрыв мог бы нарушить эту необычную гармонию. Да и девушки уже устроили свою жизнь, так зачем им рисковать? А как вы считаете, стоит ли рисковать в случае сестер?
Обязательно пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, если будет продолжение. Я расскажу. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то переходите в Telegram-бот по ссылке в описании. Буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр.